Gerçekten bir ailem varmış gibi hissediyorum. İlk defa birine ait hissediyorum. Ben de hayatımın sonuna kadar sadece senin olmak istiyorum. Benimle evlenir misin? Evet. Sıra Nuh'u ikna etmekte. Esat olunca nikah diye soruyor. Melek olsa kıyamet kopar. Ya ikna edemezsek? O zaman ne yapacağız? Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Мелек и Джихан поженятся. Примет ли Нух брак Мелек и Джихана? Что произойдет, когда Нух услышит речь Сумру? Попытаются ли Эсат и Нух стать братьями? Почему Севилай встретилась с Джиханом? Когда Нух увидит, как Севилай и Джихан встречаются и устроит сцену, заберет ли Джихан у него Севилай? Неужели последний шанс Севилая на тоже иссяк? Эсма отказалась от идеи родить ребенка. Эсат и Эсма поженятся. Будет ли найдено тело мужа Нихал Ханем, который преследовал Сумру Ханем, похороненным в саду дома Тахсин-бея? Что случилось с Аметом Шансаланом? Совершит ли Тахсин-бей и Нух налет на особняк и выгонит ли Джихана и его семью? Будет ли раскрыто, что человеком, застрелившим Тахсина-бея, был Седат? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы считаете, что Мелек и Джихан должны пожениться и создать семью, не дожидаясь согласия Ноя, и Ною придется с этим смириться, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Джихан сделает Мелек предложение в романтическую ночь, как они и мечтали. Мелек примет предложение руки и сердца и захочет прожить романтику и счастье этого момента с Джиханом. Джихан будет вне себя от радости, когда Мелек скажет «да» и примет предложение. Затем, когда он говорит о том, что они чувствуют себя полноценной семьей, Мелек становится очень эмоциональной. Поскольку Нух стал чрезвычайно одержим Джиханом, его сердце определенно не смягчится. Даже если мир поймает птицу ртом, он попытается быть покорным, чтобы не огорчать Мелека, пока это не сможет угодить Ною. Нух услышит, как Сумру говорит о том, как она злится из-за того, что Нух не одобряет отношения Мелек и Джихана, и как она не может понять, почему Нух это делает. Затем ее мать приходит к Сумру Ханем и говорит ей, что она определенно не верит в Джихана и что она не одобрит их отношения, потому что она думает, что это расстроит Мелек, что расстроит Сумру Ханем. Эсат приблизится к Ною с другими планами. Поскольку они оба против Джихана, они могут объединить усилия и попытаться избавиться от него. Для Эсата ненормально обращаться с Нухом как с братом. Но поскольку Ной очень чистый и эмоциональный персонаж, она захочет поверить в то, что он говорит. С другой стороны, Севилай устала от издевательств Нуха и хочет поговорить с Джиханом о своих проблемах. Однако, когда Ной случайно увидит их где-то сидящими одних, наступит апокалипсис. Поскольку Ной был чрезвычайно импульсивным по своей натуре, когда он принимал решения, не понимая и не слушая, случались неприятности. Они будут сражаться друг с другом со всем миром. После битвы с Нухом Джихан заберет Севилай и уйдет. Даже если Ной будет умолять сзади, Джихан не остановится. Севилай предупредила Нуха о последнем инциденте с адвокатом, сказав, что это ее последний шанс. Вот почему я думаю, что она может решить уйти от Ноя сейчас. Поскольку его крайне раздражительное и импульсивное поведение заставляет Севилай чувствовать себя еще более неуютно, чем она уже чувствует, она может подумать, что было бы лучше прекратить эти отношения. Несмотря на то, что Эсма решительно вошла в абортарий, в этот момент она не посмеет лишить ребенка жизни. Она подумает, может быть, моя судьба сложится иначе, может быть, мы сможем быть счастливы с Эсатом, и решит выйти за него замуж. Однако, к сожалению, усилия миссис Сон тщетны, и через некоторое время выяснится, что вы были правы в своих словах, и Эсма пожалеет об этом решении. И она выйдет замуж за Эсата, которого так хочет. Джихан будет следить за подготовкой к свадьбе, ничего не упуская. Он заставит Эсата сделать это и окажет на него давление, чтобы он защитил Эсму. У них возникнут неприятности из-за тела, которое они закопали в саду дома Тахсин-бея.
Полиция, которая обнаружит тело, возьмет Тахсина Бея под стражу. Однако Тахсин Бей придумает ему оправдание с помощью денег и подготовит вымысел, выставив преступником кого-то другого. Несмотря на то, что Сумру очень обеспокоена, они переживут этот инцидент благодаря спокойствию Тахсина. Тем временем Сидат, предавший Тахсин Бея, может пожертвовать собой и согласиться лечь вместо Тахсин Бея. Когда Тахсин Бей спрашивает, почему он это сделал, тот может сказать, что это он выстрелил ему в спину и что он очень сожалеет об этом. Даже если бы это было не так, Нухсидат отнесся бы к его действиям и поведению с большим подозрением и пристально следил бы за ним. Я думаю, что именно Асад мог заставить Садата сделать это. Когда Тахсин Бей выгоняет Самета Бея из особняка, у него случается сердечный приступ из-за пережитых им плохих событий. Его госпитализируют и будут лечить некоторое время. Чтобы не пришлось пережить Самет Бею, Тахсин Бей больше не будет его жалеть. Не дожидаясь выздоровления Самета Бея, он снова пойдет в особняк с Ноем и выгонит Шансаланов из особняка. Когда Джихан возразит и скажет, какое право он имеет, Ной скажет, что он новый владелец особняка. Мир переживает очень трудные времена и не будет противостоять Ною, который прав в этом вопросе, и попросит всех взять себя в руки. Затем он соберет их всех и отведет в дом, где они временно встретятся с Меликом. В этом эпизоде Джихан совершил оправданный бунт и заявил, что его семья не знает ничего, кроме зла, и что он больше не знает, что делать и как себя вести. Единственное, за что она будет держаться в эти трудные времена, это ее любовь и ее нерожденные дети. Каждый раз любовь Мелек и Джихана оказывается напрасной. Причиной, по которой Асад обратился к Ною, могло стать желание сблизиться с ним и попытаться отомстить ему. Так кто же, по-вашему, выстрелил в Тахсина, чтобы убить его? Будет ли раскрыто, что Гуркан убил Сумру? Что произойдет, если Джихан не сможет угодить Шансаланам в доме, куда он их привел? Объяснит ли Сидат, почему он застрелил Тахсина? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.